Для изготовления стебля мы используем проволоку номер 18. На кончике делаем петлю, а на нее лепим конус, сделанный из мастики длиной приблизительно 1 см. Также мы формируем из мастики 5 таких же конусов, но по форме они должны напоминать треугольники. Итак, мы лепим трехгранный конус, загибаем его так, чтобы одно ребро образовало дугу. Верхнюю часть конуса немного вытягиваем. Наклеиваем на центральный конус 5 дугообразных конусов по всей окружности. Вдоль каждого из них делаем по 2-3 бороздки. Теперь нам надо окрасить сердцевинку сухими красителями. Нижнюю часть тонируем темно-зеленым цветом. Кверху он плавно должен переходить к салатному оттенку. Кончики окрашиваем в бордовый, красный или малиновый цвет. Также пару граней можно оттенить одним из красных оттенков. Для бахромы мы раскатываем тонкую полоску размером 1 на 3 см и по всей длине создаем надрезы. Стараемся надрезать как можно тоньше. Такие детали лучше делать из гибкой мастики, так как из обычной покупной цветочной пасты они получаются хрупкими. А также, делая бахрому из гибкой мастики, у нас есть возможность вытягивать ее, создавая тоненькие ниточки. Ссылку на рецепт гибкой мастики вы найдете в описании под этим видео. Итак, мы прокручиваем ворсинки, утончая и растягивая их. На первый взгляд работа довольно кропотливая, но на самом деле на эти детали уходит не так много времени. Каким-нибудь острием мы проделываем на кончике каждой ниточки крошечную бороздку. Смачиваем водой поверхность бахромы. Ворсинки при этом должны оставаться сухими. Скручиваем в рулетик. Кончики окрашиваем в ярко-желтый цвет. Если же вы хотите создать цветок, который должен выцвести, то можете использовать более темные красители, приближенные к цвету охра. Каждый готовый пучок наклеиваем между конусами. Для создания лепестков можно воспользоваться как специальными вырубками для пиона, так и универсальными. Здесь я использовала обычную вырубку размером 2 на 4 см. Кусок мастики раскатываем в разные стороны и кверху, сохраняя середину плотной. Вырезаем форму. Лепесток должен получиться очень тонким. В верхней части лепестка делаем надрезы с помощью любой заостренной вырубки. На некоторых лепестках можно ограничиться одним надрезом на самой верхушке. Далее мы утончаем края лепестков шариковым стеком на поролоновом коврике. Вдеваем в центр проволоку номер 24 или 26 и делаем оттиск вайнером. Для первых внутренних рядов я взяла вайнер махрового тюльпана. Лепесток должен принять форму чашечки.
Его надо расположить на соответствующую форму, чтобы он мог высохнуть в таком положении. Раскатываем и вырезаем еще один лепесток меньшего размера. И выполняем те же функции, что и с первым лепестком. Но в малый лепесток проволоку не вдеваем, а наклеиваем его на поверхность большого лепестка. Делаем 10-12 двойных лепестков. Здесь я использую специальные вырубки для лепестков пиона. Хочу отметить, что такой способ подходит только в том случае, если использовать гибкую мастику. Двойные лепестки, сделанные из обычной покупной сахарной мастики, могут сломаться. Поэтому, если вы воспользуетесь обычной мастикой, то проволоку следует вдевать в каждый лепесток, и в маленький, и в большой. Чтобы придать лепестку форму чашечки, также можно воспользоваться большим шариковым стеком. Создаем углубление, положив лепесток либо на ладошку, либо на поролоновый коврик. При окрашивании серединка лепестка остается белой. Нижнюю часть тонируем салатным цветом, а верхушку и боковые края одним из розовых оттенков, в зависимости от того, какой по возрасту цветок вы делаете. Например, в первый день цветения пион Coral Sunset имеет кораллово-насыщенный цвет, а затем он обретает более нежные оттенки. Именно по этой причине его часто называют хамелеоном. Для больших лепестков я взяла вырубку размером 3,5 на 5 см и вайнер для лепестков пиона. Размер вырубок вы можете выбирать по своему усмотрению, так как этот сорт пиона может достигать до 16-20 см в диаметре. Стараемся каждому лепестку придать форму полусферы. Начиная с маленьких лепестков, один за другим прикрепляем с помощью тейп-ленты проволоку к стеблю. Во избежание массивного стебля стараемся не использовать слишком много тейп-ленты, а также для того, чтобы он получился равномерным. Каждую проволоку закрепляем тейп-лентой на разных участках стебля, а уже по окончании закручиваем тейп-ленту по длине всего стебля. При желании вы можете сделать больше по количеству лепестков. В результате получится пион Coral Charm. Он отличается от сорта Coral Sunset тем, что более махровый и при этом серединка его более закрыта. Чашелистик пиона состоит из 5 округленных и 3 продолговатых листочков. Мы берем светло-зеленую мастику, раскатываем и вырезаем вот такой цветок. Цветок не должен быть раскатан слишком тонко, его толщина должна составлять примерно 3-4 мм. Шариковым стеком на поролоновом коврике утончаем края, а в середине делаем углубление. У нас должны получиться чашечки. Чтобы сделать чашелистик, также можно вырезать 5 отдельных кругов и также обработать, образуя их в чашечки. Они не должны быть похожими друг на друга по размеру, поэтому мы так или иначе будем их разъединять, а затем клеить на другой лад.
Здесь уже не принципиально важно, как именно будут расположены по отношению друг к другу листья чашелистика. Вы можете их наклеить так, как это будет удобно в вашем случае. Кончики каждого листочка на чашелистике вытягиваем. Теперь нам надо сформировать 3 продолговатых листочка. Раскатываем мастику в разные стороны и кверху, как обычный листок. Вырезаем вырубкой и утончаем края на поролоновом коврике. Вдеваем дальше, чем до середины, проволоку номер 24 или 26. Эти 3 чашелистика также не обязательно должны быть совсем одинаковыми по форме. Надрезы на каждом листочке можно сделать в разных местах. Текстуру я сделала вайнером для листьев пиона. Чтобы окрасить чашелистик, мы берем 3 цвета: темно-зеленый, светло-зеленый и коричневый. Центр тонируем темно-зеленым оттенком. Далее делаем плавный переход в светлый цвет. А краешки и некоторые небольшие фрагменты окрашиваем в коричневый. Например, можно сделать зубочисткой несколько отверстий и окрасить их в темный цвет. То же самое мы делаем с продолговатыми листьями чашелистика. Прежде чем наклеить чашелистик к основанию цветка, мы проделываем отверстие в центре. Смочив водой, закрепляем его к лепесткам и на самом стебле. Продолговатые лепестки закрепляем с помощью тейп-ленты. Как сделать листья для пиона, вы можете узнать, нажав на ссылку, расположенную под этим видео. Стебель смазываем мастикой. Стыки между стеблем и чашелистиком соединяем мастикой, разглаживая ее. После изготовления пиона из гибкой мастики прошло 2 суток. Лепестки остаются эластичными и гибкими. Цветок прочный, он не крошится и не ломается. Ссылка на рецепт гибкой мастики находится в описании под этим видео. А также я оставлю ссылки на другие видео по изготовлению пиона.